Тот день начался обычно для Нины. Она работала в небольшом реабилитационном центре для диких птиц на окраине Лиссабона. Утро было сырым и туманным, и она уже собиралась закрыть вольеры, когда услышала странный стук в окно. Сначала она подумала, что это ветер, но звук повторился, настойчивый, ритмичный, словно кто-то требовал внимания. Она подошла к двери и замерла. Прямо на подоконнике сидел крупный беркут. Его мощные когти сжимали деревянную раму, а клюв бил по стеклу с такой силой, что на нем остались трещины. Перья на правом крыле были сломаны и испачканы кровью, одно из них торчало под неестественным углом, а в глазах застыла такая мука, что Нина, не раздумывая, открыла дверь. Птица не стала сопротивляться. Она позволила взять себя на руки и отнести в операционную, даже не пытаясь клюнуть или вырваться. Нина работала орнитологом уже 10 лет, но таких больших и гордых хищников ей еще не доводилось спасать. Она помнила, как в детстве, гуляя с дедом в горах, впервые увидела беркута. Тот парил высоко в небе, и дед сказал: «Это король птиц, внучка. Он никогда не просит помощи». И вот теперь этот король лежал на ее столе, доверяя ей свою жизнь. У Нины была своя маленькая клиника, которую она содержала на скромные средства, и каждый день приносил новую историю. То чайка с перебитой лапой, то сова, отравившаяся крысиным ядом, то голубь с поврежденным крылом. Но этот беркут был другим. Он смотрел на нее с таким спокойным достоинством, что Нина почувствовала странное волнение, смесь страха и восхищения. Она осторожно осмотрела рану, крыло было сломано в 2 местах, и требовалась операция. Денег на материалы почти не осталось, и в аптечке не хватало шовного материала, но она не могла отказать этому созданию. Она достала свои последние запасы, позвонила знакомому ветеринару за советом и всю ночь провела за операционным столом, сшивая переломы, обрабатывая раны и молясь, чтобы птица выжила. Она назвала его Орландо, в честь легендарного короля птиц из старых португальских баллад, которые пела ее бабушка. 2 недели Нина выхаживала беркута, меняла повязки, кормила его сырым мясом, которое сама покупала на рынке, и разговаривала с ним, хотя он никогда не отвечал. Она рассказывала ему о своей жизни, о том, как мечтала стать биологом, но родители хотели, чтобы она пошла в экономику, как они проиграли этот спор, и она ушла из дома в 18 лет. Орландо слушал, склонив голову набок, и его желтые глаза, казалось, впитывали каждое слово. Постепенно его взгляд становился мягче, и однажды, когда она протянула руку, чтобы поправить повязку, он сам коснулся клювом ее пальцев. Это был момент тихой победы, и Нина почувствовала, как слезы подступают к глазам. Тем временем в жизни Нины происходили свои драмы. Ее младший брат Тьягу, который работал геологом в отдаленной горной местности на севере Португалии, перестал выходить на связь. Прошло уже 5 дней, а от него не было ни звонка, ни сообщения, ни даже короткого «все в порядке» в мессенджеры. Спасательные службы начали поиски, но горы были труднопроходимы, а погода испортилась, начались снегопады, видимость упала почти до 0, и вертолеты не могли взлететь. Нина сходила с ума от беспокойства. Она звонила в каждую больницу, в каждый полицейский участок, но ответ был один: «Мы ищем, ждите». Она не могла просто сидеть и ждать. Каждую ночь она не спала, прокручивая в голове худшие сценарии. Она вспоминала, как они росли вместе, как он всегда защищал ее от школьных хулиганов, как они строили шалаши в лесу и мечтали о путешествиях. И тогда она вспомнила об Орландо. Беркуты – одни из самых зорких и умных птиц в мире. Они способны видеть добычу с высоты нескольких километров и запоминать местность с точностью до метра. Нина знала, что это безумная идея, но другого выхода не было. Она взяла старый шарф брата, на котором остался его запах, шерстяной, клетчатый, который он носил еще в университете, показала его беркуту и сказала:
«Орландо, мне нужна твоя помощь». «Найди его». «Пожалуйста». Птица посмотрела на нее долгим, пристальным взглядом, и в этом взгляде было столько понимания, что у Нины перехватило дыхание. Орландо вдруг расправил уже зажившее крыло, потянулся и тихо клёкнул, словно говоря: «Я понял». Нина прикрепила к его лапке маленькую камеру, которую ей одолжил знакомый техник, и открыла окно. Беркут взмыл в небо без единого колебания, сделал круг над домом и устремился на север, туда, где лежали горы. Целый день Нина не находила себе места. Она сидела у компьютера, глядя на прерывистый сигнал с камеры, который передавал лишь смазанные картинки снежных вершин, лесов и глубоких ущелий. Она пила черный кофе, который остывал в кружке, и не могла заставить себя поесть. К вечеру сигнал ослаб, а потом и вовсе исчез. Либо батарея села, либо птица ушла в зону, где связь отсутствовала. Нина разрыдалась, уверенная, что потеряла и брата, и птицу, которая стала для нее почти родной. Она ругала себя за то, что рискнула, за то, что отпустила его. Но на следующее утро, когда солнце только начинало пробиваться сквозь туман, ее телефон разорвался от звонка. Это были спасатели. Они сообщили, что нашли Тьягу живым и невредимым в небольшой горной пещере, куда он укрылся от лавины. По их словам, к ним внезапно прилетел огромный орел и начал кружить над определенным местом, указывая вниз. Они последовали за птицей и обнаружили пещеру, а внутри измученного, обмороженного, но живого геолога. Тьягу продержался 5 дней на сухих пайках и талой воде, и когда он увидел людей, то подумал, что это галлюцинация. Но потом он разглядел Беркута, который сидел на скале и смотрел на него, и вспомнил, как сестра рассказывала о спасенной птице. Нина плакала от облегчения, когда услышала голос брата по телефону. Он звучал хрипло, но в нем слышалась улыбка. «Как ты нас нашел?» — спросил он. «Это не я», — ответила она сквозь слезы, — «это Орландо. Он нашел тебя, Тьягу. Он привел их прямо к тебе». Тьягу молчал несколько секунд, а потом тихо сказал: «Я должен увидеть его. Я должен поблагодарить его». Когда Беркут вернулся в клинику через 2 дня, он был изможден и замерз, его перья покрылись ледяной коркой, но в глазах светился триумф. Нина сняла с его лапки камеру и увидела кадры, как он летал над ущельями, как высматривал, как упорно возвращался к одному и тому же месту, где заснеженная тропа вела к расщелине. Он сбрасывал высоту, кружил, привлекал внимание спасателей, которые сначала приняли его за обычную дикую птицу, но потом поняли, что он ведет их. Это были кадры, от которых Нина плакала и смеялась одновременно. С этого дня Орландо стал для нее не просто пациентом, а членом семьи. Она выпустила его на волю, когда крыло полностью зажило, и он мог свободно махать им без боли, но он не улетел далеко. Он поселился на старой сосне возле ее дома, и каждое утро, когда Нина выходила на крыльцо, он приветствовал ее тихим клёкотом и слетал вниз, чтобы взять из ее рук кусочек мяса. Иногда он приносил ей мелкие подарки, блестящие камешки или перышки других птиц, словно пытаясь отблагодарить. А через месяц произошло еще одно чудо. В город пришла сильная гроза, какой не было последние 20 лет. Молнии били одна за другой, ветер валил деревья, и одна из молний ударила в трансформаторную будку рядом с клиникой. Начался пожар, который быстро распространился на сухую траву и старые деревянные постройки. Нина спала в своей комнате на 2-м этаже, уставшая после бессонной ночи с больным филином. Она не слышала запаха дыма, потому что ветер дул в другую сторону, и не видела огня, потому что шторы были плотно задернуты. Но она услышала отчаянный стук в окно. Это был Орландо.
Он бился клювом о стекло так яростно, что едва не разбил его, и кричал так громко, что заглушал гром. Нина проснулась, увидела оранжевое зарево за шторой и в панике выскочила наружу, схватив только телефон и папку с документами. Она бежала через сад, спотыкаясь о корни, а Орландо летел над ней, направляя ее к калитке. Когда она выбежала на улицу, клиника уже полыхала, и если бы она замешкалась еще на минуту, то оказалась бы в ловушке. Клиника сгорела дотла, все вольеры, все оборудование, все лекарства, все исчезло в огне. Но Нина осталась жива, благодаря Беркуту, который вторично спас ей жизнь. Позже она узнала от ученых, что птицы чувствуют запах дыма на огромном расстоянии и способны предупреждать людей об опасности. Но она знала, что это был не просто инстинкт. Это была благодарность. Это была любовь. История о Нине и Орландо облетела всю Португалию. Люди собирали деньги на восстановление клиники через краудфандинговую платформу. За 3 недели удалось собрать сумму, вдвое превышающую нужную. К ней приезжали журналисты из Лиссабона, из Мадрида, даже из Парижа. Ее приглашали на телевидении, но она отказывалась, говоря, что не она герой, а птица. Но Нина не стала знаменитостью в том смысле, который ожидали. Она продолжила жить в своем доме, который чудом уцелел, огонь не перекинулся на него, потому что сад был влажным от дождя. Она заново отстроила клинику с помощью волонтеров, и теперь она была больше, лучше, с солнечными батареями и новым оборудованием. А Орландо всегда был рядом. Он сидел на крыше нового здания, присматривал за каждым новым пациентом, которого Нина приносила, и даже помогал успокаивать напуганных птиц своим спокойным присутствием. Тьягу, который после спасения ушел с работы геолога и решил стать волонтером в центре, часто шутил: «Теперь мы команда, ты, я и король птиц». Они вместе ухаживали за животными, и Нина чувствовала, что наконец-то у нее есть настоящая семья, не та, которую она потеряла из-за юношеских ссор, а та, которую она создала заново. Однажды вечером, когда солнце садилось за океан, Нина сидела на крыльце с чашкой чая, а Орландо сидел на перилах, и она думала о том, как все изменилось. Она вспомнила тот туманный день, когда он постучал в окно, и поняла главное: иногда помощь приходит с самых неожиданных сторон, и если ты отдаешь добро, оно возвращается к тебе в 100 крат. И неважно, на 2 ногах ты или на крыльях, важно, чтобы сердце было открыто. Она посмотрела на Беркута, и тот наклонил голову, словно спрашивая, что дальше. Нина улыбнулась и прошептала: «Спасибо тебе, Орландо. За брата. За мою жизнь. За все». И он тихо клёкнул в ответ, а ветер унес этот звук над горами, над городом, над океаном, туда, где, возможно, кто-то другой ждал своего чуда. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания!